Официантка с усталым лицом и добрыми глазами работала в этом ресторане уже много лет. Каждый вечер она появлялась ровно в назначенное время, застегивала форму до последней пуговицы и с тихой улыбкой разносила заказы. Не опаздывала, не жаловалась, не спорила. Все знали ее как аккуратную, надежную и честную. В тот день, когда все изменилось, она просто поскользнулась. Один единственный бокал тонкий, хрустальный, выскользнул из рук и с оглушительным звоном разбился о плитку. В зале на миг повисла тишина. Потом послышался резкий голос, директор ресторана выбежал из своего кабинета и начал кричать. Он кричал громко, грубо, с унижением, не давая ей вставить ни слова. В зале было людно, посетители оборачивались, а она стояла растерянная, с опущенными глазами и дрожащими пальцами, стараясь сдержать слезы. В углу зала, за скромным столиком, сидел пожилой мужчина в простой одежде. Он не вмешивался, просто наблюдал. Это был владелец ресторана, и почти никто из сотрудников даже не знал, как он выглядит. Он редко появлялся, но знал все. Когда директор окончательно сорвался и приказал ей покинуть заведение, мужчина встал. Он подошел к ним спокойно, без лишних слов. Его лицо оставалось спокойным, но в глазах читалась решимость. Он смотрел не на официантку, на директора. Через минуту все было решено. Официантка осталась. Директор ушел. А через неделю на двери кабинета появилась табличка с ее именем. Теперь она была новым управляющим. Она заслужила это не криком, не амбициями и не связями. Она заслужила это годами честного труда, терпения и уважения к каждому гостю. В тот вечер она снова вышла в зал уже не с подносом, а с блокнотом для планов. Посетители улыбались ей так же, как всегда. Только теперь они видели перед собой не просто официантку. Перед ними стояла настоящая хозяйка заведения, скромная, сильная и справедливая.